Представьте, что к вам присосался такой огромный, жирный серый паук. Вы его и в зеркале видите, вы его и чувствуете. А другие ничего не видят. И ты им показываешь вот эту вот свою спину, ну посмотрите, вот же он сидит прям за мной. Вот он впился прям в меня, а люди этого не видят. Здравствуйте, меня зовут Маргарита, и год назад мне поставили диагноз генерализованное тревожное расстройство. У меня первый опыт такой, чтобы я публично выступала с такой историей. Мне просто хочется, чтобы люди узнали в этом себя и поняли, что это ненормально, это патология, и нужно обратиться за помощью, потому что с этим жить невозможно, и само это не вылечивается. Началось все с обычных болезненных ощущений где-то в грудной клетке или в животе. И когда тебе 17 лет, ты думаешь, что ты просто переел чипсов или, не знаю, перенапрягся где-то. Но боль не проходила. И в один момент я понимаю, что у меня сердце будто бух и остановилось. И у меня дикий страх внутри, страх смерти. Не понимала, куда с этим обращаться, и побежала в кардиологию. С паникой, со слезами на глазах объясняю, что черт, у меня, по-моему, вообще остановилось сердце, помогите. Слезы просто градом. На меня посмотрела просто женщина с покерфейсом таким и говорит: девушка, зачем вы вообще сюда пришли? Вы закреплены за 33-й, обращайтесь туда, здесь мы вам помочь не можем. И просто выпроваживают из этого кабинета. Я начала делать всевозможные УЗИ сердца, несколько кардиограмм у меня было, и все всегда было ок. Тебе врачи говорят, что ты здоров, а ты им не веришь, потому что ты чувствуешь, что физически с тобой что-то не так, тебе постоянно больно. То есть если ты не получишь реально подтверждение, что ты здоров, эти мысли, они тебя просто будут сжирать в голове. И вот это чувство начало разрастаться до неимоверных размеров. Если я не посещала врача, тревога начинала меня ограничивать. Ты встаешь утром, и тебе, например, снова что-то болит. Или у тебя началась тахикардия, внезапно, да? И с тобой там точно что-то случится. Давай ты лучше пойдешь к доктору, узнаешь, что ты не больна, что все нормально, и сможешь дальше нормально жить, функционировать. Но если ты не идешь к доктору, то тебя просто убивает это ощущение смерти. То есть ты настолько боишься умереть, что ты не можешь не ходить к докторам. Потому что тебе внутри все болит. Просто невозможно нормально функционировать, невозможно выходить из дома. То есть у меня было столько ситуаций, когда я просто не могла выйти в университет с утра, потому что я проснулась, почувствовала неприятное ощущение. У меня запустился в голове этот механизм, что, вероятнее всего, это что-то серьезное, и эта жизнь опасна. Я просто оставалась дома, потому что нахождение среди людей было невыносимым. У тебя всегда было ощущение, что ты не в безопасности. Тебе постоянно казалось, что стоит тебе выйти за порог, ты умрешь. Никаких дополнительных выходов в свет, кроме университета и поликлиники, не было. Я ехала после пар сразу в поликлинику. Если у меня был талон, например, на 16:00, я приезжала в 2 часа. Я могла просидеть там 2 часа, дождаться своего времени, провести еще час у докторов, и мне было нормально, потому что я там себя чувствовала безопасно. И это было бессмысленно, потому что показаний к этому не было. Но у меня была такая паника, такая тревога, что я делала какие-то бессмысленные обследования, исследования, лишь бы со мной всегда находились врачи, лишь бы все контролировалось внутри меня. Так практически каждый день было. И вот в пиковом состоянии, когда я просто не могла жить и выходить из дома, тогда я сама пошла к психотерапевту.
Мои ожидания, которые были в лет 17, когда я сюда только поступала, что здесь будет новая жизнь, новые связи, знакомства, они полностью разрушились, не оправдались. Жизнь, когда ты в университете, просто все бурлит, кипит, какие-то там на первомайской тусовки, какие-то в университете мероприятия, и они были там, а меня там не было. И даже когда мне предлагали лишний раз сходить в кино, в кафе, я отказывалась, потому что я знала, что если я выйду, мне обязательно станет плохо. Вернулась в свой родной город, ушла из университета. Было больно, потому что мне пришлось расстаться с одногруппниками, которые, в принципе, меня поддерживали. Оставить подругу, оставить вообще хоть какие-то набытки, которые я попыталась здесь собрать за год. Люди говорят, там, нельзя все бросать, если что-то там заболело. Как бы поболит и перестанет. Ты все накручиваешь. Успокойся, ты смотрел свои анализы, у тебя все хорошо. Ты здоров. Что тебе еще надо, как бы? Если кардиолог может выписать чудесные таблетки, которые хотя бы могут снять боль, то тревожники чувствуют эту боль постоянно. У них нет таблетки, которая возьмет это и снимет. Все вокруг меня, в моем окружении, относились к психотерапевтам как к мозгоправам. И вот этот негатив немножко давил, и я втихаря купила себе онлайн-консультацию в интернете. Тогда я впервые познакомилась вообще с тем, что со мной происходит, но я не начала лечение. Все вокруг меня твердили, что я сильная, и я сама справлюсь, а антидепрессанты мне не нужны, таблетки мне не нужны, потому что это вред, это вредно, это вообще только сумасшедшие пьют. И, естественно, отказавшись от лечения, моя тревога прогрессировала. У меня появилась тенденция вызывать скорую, потому что, когда у тебя повышенная тревога, ты не можешь не паниковать и за свою жизнь. Не отпускала боль, тахикардия. Либо я с этим что-то делаю, либо это меня просто добивает, уже и физически. Я у психотерапевта, если честно, начала плакать, потому что она задавала вопросы, которые били прямо в меня. Вы часто там посещаете врача, вызываете скорую лишний раз? Я говорю, да. Осмотрела всю мою толстую папочку с обследованиями, исследованиями. Естественно, сказала мне, это был еще один доктор, который сказал мне, что со мной все хорошо. Поставила диагноз – генерализованное тревожное расстройство. Лечение приписала медикаментозное. Я добавила к нему самостоятельно психолога, потому что я не могла обходиться без поддержки, без человека рядом. Мне очень не хватало. На тот момент психолог и психотерапевт были единственными людьми, которые не отвергали того факта, что со мной что-то не так, что я больна. Остальные пытались это отвергать. Просто думай позитивно. А родители? Это, кстати, их слова. Я просто поняла в один момент, что они не могут принять тот факт, что их ребенок болен. Болен психически. Мне кажется, не обращаясь к врачам, это невозможно. Потому что, когда ты не обращаешься к врачам, твоя болезнь только прогрессирует. Реально какой-то паразит, как чужой. И без лечения этого чужого не выгонишь. Я бы описала свое состояние на данный момент как ремиссия, наверное, так это можно назвать. Но я не избавилась до конца от тревоги. То есть даже когда сейчас я лишний раз не вызываю скорую, выхожу из дома, могу даже погулять с друзьями. В принципе, могу жить. Активизировалась вот так. У меня есть любимое дело. Я люблю писать, пишу тексты. У меня даже есть удаленная работа, которую я выбрала сама обучилась и сама еще нашла каких-то работодателей. Я могла бы сказать, что в моей жизни есть вещи, благодаря которым я могу честно сказать, что я живу.
просто расстройство очень усложняет это все.